Канада – страна контрастов, которая поражает каждого путешественника своей природой, яркими городами и теплым гостеприимством. Тут есть что посмотреть, куда сходить и чем вдохновиться. В этом выпуске мы объездим Канаду с востока на запад. Посетим Торонто. Очень сильно раздражает это количество грязи и бомжей. Побываем на Ниагарском водопаде. Эмоции, они больше вау. Увидим уютный Квебек. Найдем українське кафе в Монреалі. Назва бізнесу тут, вона має містити французьке слово. Пообщаемся с знакомой, которая переехала в Канаду. 95% моих клиентов – это украинцы. У нас тут очень много. Да. Очень много. В центре города им выдают наркотики, под которыми они почти все находятся. Посетим невероятный национальный парк Банф. Погуляем по Ванкуверу. Нет, друзья, это очень страшно. Мы пошли, и где-то даже меньше полпути прошли, и я развернулась. В общем, присаживайтесь поудобней, будет мега интересно. Это страна, которая открывает массу возможностей для каждого. Друзья, приветствуем вас! Привет! Вы на нашем семейном канале Trip Life Family. Ваша семейка наконец-то добралась и до Канады. За эти 10 дней мы посетим удивительные места Канады. От ярких улиц Торонто до невероятного Ниагарского водопада. От разнообразного и культурного Монреаля до спокойного Квебека. Друзья, во втором выпуске будет просто великолепнейшая канадская природа. Будет множество озер. Мы для этого специально полетим в Калгари. Ну и также посетим самый западный город Канады – Ванкувер. Ну что, погнали смотреть выпуск. Прежде чем попасть в Канаду, нужна виза. Если у вас нет европейского паспорта, необходимо оформлять туристическую визу. Сделать это можно через посольство или визовый центр. Мы подали документы в Варшаве в крупном визовом центре, куда в основном приходили украинцы за программой Quiet. Это временное разрешение на проживание и работу до 3 лет. Нам повезло, визы оформили всего за 2 недели, срок действия оказался очень щедрым, до конца действия паспорта почти на 10 лет. Детям выдали визы на 4 года. После этого настал этап выбора билетов. Здесь вариантов море. Есть прямые рейсы из Европы, в том числе из Варшавы, но мы нашли более выгодный маршрут с пересадкой в Рейкьявике. Сначала Wizz Air до Исландии, а оттуда уже Play или Iceland Air. Так оказалось и дешевле, и удобнее. Не нужно сидеть в самолете 10 часов подряд, а можно разбить перелет на 4 и 6 часов и заодно посмотреть Рейкьявик. По прилету в Канаду нас встретил максимально быстрый паспортный контроль. Ни одного вопроса, ни одного штампа. Короче, так мы еще паспортный не проходили. У них такая система, сканируешь паспорт и сразу же фотографируешь, тебе дают вот такой билет. И просто тебя на выходе спрашивают, сколько вы тут будете? Ну, говоришь, 10 дней. Какой ваш план такой? Ни паспорт не открывала, ни визу не смотрела, просто галочку поставила, welcome to Canada. Блин, вот чтоб так в США пропускали, я в шоке. Так мы оказались в самом большом городе страны, в Торонто. Торонто является крупнейшим городом Канады и важным международным центром бизнеса, финансов, науки, искусства и культуры. Он славится своим мультикультурализмом, высоким качеством жизни и развитой образовательной инфраструктурой с ведущими университетами. Город также признан одним из лучших мест для делового туризма. Мы прилетели в Торонто 29 июня, как раз в день гей-парада, одного из самых больших в Северной Америке. Почему именно здесь? Потому что Канада и особенно Торонто входят в список самых толерантных мест мира. Город ежегодно принимает десятки тысяч участников и сотни тысяч зрителей. Толерантность – визитная карточка Торонто. Более половины его жителей – иммигранты, и здесь стараются дать место каждому. Очень часто Торонто сравнивают с Нью-Йорком.
Ну, общее, понятно, есть это название Йорк, когда-то и Торонто оно принадлежало. Также, наверное, общее есть в финансовом и в культурном плане. Оба крупных города, обои не являются столицами своих стран. Но, честно говоря, даже не на первый уже взгляд, на второй и на третий, ну Торонто далековато до Нью-Йорка, ну, скажу вам честно. Поэтому, возможно, их сравнивают в каком-то другом плане, но внешне Нью-Йорк есть Нью-Йорк. Но у этой толерантности есть и обратная сторона. На улицах Торонто заметно много бездомных. Причина – дорогая недвижимость, высокие налоги и проблемы с доступным жильем. Плюс 2018 года в Канаде полностью легализован каннабис, поэтому запах марихуаны – привычная часть города. А для тяжелозависимых правительство внедрило спорную практику. Выдает им дозы под контролем медиков. Считается, что так меньше передозировок и меньше уличной преступности. Работает ли это? Давайте перенесемся в Калгари. Тут живет наша знакомая, и она любезно согласилась рассказать нам о жизни в Канаде в целом. Надежда живет в Канаде около 2 лет. Она визажист и основательница бьюти-студии в центре Калгари. Значит, бездомные, они базируются в центре города. Вот почему. В спальных районах их нет, им там нечего делать по той простой причине, что в центре города у них есть место, где они могут переночевать, у них есть место, где их покормят. И в самом центре города им выдают наркотики, под которыми они почти все находятся. И это такая, ну, мне кажется, боль многих. Я не очень понимаю, почему поддерживали эту политику, да. Что То есть правительство не пытается бороться, никак они пытаются наоборот. Считают, что они так борются, что они считают, что эти люди больны, и им наркотик обязателен. Плюс они считают, что таким образом они менее агрессивны. Хотя, когда они выходят с этого состояния, они становятся очень агрессивными, пока они не получат новую дозу. И все же Торонто – это не только социальные проблемы. Здесь сосредоточено большое количество магазинов и бутиков, ресторанов и баров, а также многое из того, что относят к достопримечательностям города. Например, здесь находится Кенсингтон Маркет, известный своей уникальной и красочной атмосферой, сочетающей викторианскую архитектуру с яркими зданиями в стиле 60-х годов. Район был признан национальным историческим местом Канады в 2005 году. На улицах рынка расположено более 240 местных предприятий, включая магазины с продуктами, винтажной одеждой, ресторанами и специальными товарами. Друзья, перед вами синоним слова непреклонности, стойкости и принципиальности. И это я не про себя. Это я про вот этот half house. А самое интересное, как этот дом появился. В 70-х годах это был полноценный дом. И компания-застройщик скупала все здания, чтобы построить новостройки. Но некий мистер Валкус отказался категорически продавать свой дом. Поэтому снесли ровно полдома оставили хозяевам, которые по сей день владеют этим домом. И для них придумали специальный адрес. Теперь этот дом имеет свой особый номер. 54 Патрик, 1-2 стрит. Ну, как 9 3/4. Вот так вот символ принципиальности привело к тому, что это стало даже неким таким символом Торонто. Поэтому будете в Торонто, посетите этот half house. Настоятельно рекомендуем посетить рынок Святого Лаврентия, один из самых оживленных в Торонто. Он входит в десятку крупнейших рынков Канады, а в апреле 2012 года и вовсе получил звание лучшей в мире продовольственной торговой площадки. Территория рынка Сент-Лоуренс делится на 2 части, каждая из которых выполняет свое предназначение. В северном крыле разместились фермерские прилавки, а в южном мясные магазины, рестораны и кафе. Рынок Святого Лаврентия может похвастаться чрезвычайным обилием свежих и качественных продуктов на любой вкус. В основном это товары, произведенные на территории провинции Онтарио. Здесь продают молоко, домашний сыр, рыбу, морепродукты, мясо, кондитерские изделия, овощи, фрукты и многое другое.
Так, и вот что у нас получается. Вот такое вот блюдо приблизительно за 12 евро вы получаете. Это лобстер в булочке и картошка фри. Думаю, что это очень вкусно. Многоликий Торонто – один из самых многонациональных городов мира. Известна политика Канады по привлечению мигрантов со всего мира, и большая часть их оседает в Торонто. Соответственно, в мегаполисе формируются различные этнические общины, которые вносят в жизнь города свой особенный колорит. Как вообще тебя встретила Канада? Как встретила Калгари? Мне кажется, что Канада меня встретила с распростертыми объятиями, если сравнивать с Италией, например, да, там, где мне было очень тяжело, то в Канаде я очень быстро почувствовала себя практически дома. Мне как бы зашла эта страна изначально, и я переехала сюда сначала в маленький город, в Мэдисон Хат, это 3 часа от Калгари. Быстро сообразив, что это не мое, я переехала в Калгари. И в Калгари я очень быстро тоже адаптировалась и поняла, что это мое. Мне здесь кайфово. И здесь ты понимаешь, вот в чем прикол Канады, мне кажется, ты здесь очень быстро станешь канадцем, станешь своим, потому что здесь страна иммигрантов. В общем, огонь или костер, который вы видите позади меня, это наш сокровенный огонь. Это церемония. Вы имеете в виду, что сейчас проходит церемония? Да. Как вы это называете? Лобное место. место. Ты понимаешь меня? Я кое-что знаю из-за своего бывшего парня. Я встречалась с украинцем почти 2 года. Я из Саскачевана, что в Канаде. Я помню, как 1800 украинцев прибыли во время сильного снегопада, и местные очень помогли этим ребятам. Есть организация под названием «Общество метисов», которая помогает украинцам и местным сотрудничать вместе. Это французские метисы? Да, там, откуда я родом, очень много украинцев. Они в основном фермеры, они часто проводят с нами время. А здесь вы сейчас что делаете? Мы протестуем. Мы как раз хотели тебе рассказать. Здание вот здесь – это законодательное собрание Онтарио. Так что осознание, что мы поблизости к нему – это главный аспект протеста. Понял. Так что так же, как русские действуют с вами, с нами поступают и здесь. Но не так брутально. Более подлым путем. Сперва заберут фермерские земли, потом начнут забирать и другое. Окей, я могу помочь вам, да? Я вижу на листовке, что можно задонатить $5. Да, ты можешь оставить ее себе. Окей, спасибо. Мы оставим себе эту информацию. Вот так, ребята, мы думали, что на самом деле здесь, бездомные. Understanding. Она попросила не заходить вовнутрь, но на самом деле они здесь находятся, чтобы протестовать. Вот там вот сидят напротив этого здания и протестуют против законов, которые они считают, что их нарушают, их права. Ну и обязательно он собирает еще, конечно, по $5 Поможем девочкам протестующим. Freedom, Анджела Дэвис. Yes! Thank you! Окей. Вот так вот получается, что ты думаешь, что это бездомные, а просто люди протестуют. Протестуют, про многое. Вот здесь вот написано, протестуют, что нема где жить людям, протестуют, что издеваются над медведями, и еще много протестов. Поэтому молодцы, что протестуют. Плохо, что нема больше чем заняться. А теперь самое время увидеть Торонто с другой стороны. Мы отправляемся в лодочную прогулку по озеру Онтарио. С воды город раскрывается иначе. Стеклянные башни отражают закат, небоскребы выстраиваются в идеальную линию, а знаменитый силуэт CN Tower словно парит над горизонтом. Ветер с озера приносит прохладу, и в этот момент понимаешь, Торонто действительно мегаполис мирового масштаба. С берега все кажется огромным, шумным, а с воды – спокойным и величественным. Это лучший ракурс, чтобы влюбиться в город. Друзья, вот это CN Tower.
самая высокая вышка в мире, самое высокое здание Канады, ну и, наверное, самое популярное уж точно здание Канады. И представьте, что оно было самым высоким зданием с 1976 по 2007. Это 31 год. Я считаю, что 31 год быть самым высоким зданием в век, когда у нас практически каждый год все хотят вот построить все выше, все больше. И вот 31 год оно было самым высоким. Потом его побил в 2007 году Тайбэй 101, 3 года продержался, ну а потом привет Бурдж-Халифа. Я даже уверен, что Бурдж-Халифа, которая сейчас 15 лет держит пальму первенства, вряд ли сможет побить рекорд 31 год. Поэтому мне кажется, что где-то в Саудовской Аравии по-любому построят выше. С тех пор башня стала визитной карточкой Канады и главной смотровой площадкой страны с рестораном на высоте. В Канаде вообще обожают смотровые башни. Первой иконой стала Skylon Tower у Ниагары, а потом вышла на сцену Calgary Tower. Чуть позже на Тихом океане вырос Ванкувер Lookout, а в Монреале знаменитая наклонная Монреаль Тауэр у Олимпийского стадиона. У каждой башни свой характер, но королева панорам все равно остается – CN Tower в Торонто. Будьте готовы, что вас могут ожидать вот такие огромные очереди. Но если вы хотите скипнуть очередь на лифты и не покупать отдельный билет, то бронируйте стол в ресторан. Минимальный заказ по кухне от 75 канадских долларов на человека. И подъем плюс доступ к главной обсерватории уже включены. После ужина спокойно проходите на смотровую. Плюс ресторан плавно вращается. Полный круг за 72 минуты. Романтика с видом на весь Онтарио прилагается. Друзья, мы пришли сегодня попробовать знаменитую выпечку в Торонто. Хвост бобра, которая в виде хвоста бобра и называется хвост бобра. Что же это такое? Хвост бобра – это канадский десерт. Плоское вытянутое тесто из пшеничной муки, которое обжаривается до золотистой корочки во фритюре и напоминает хвост бобра. Его покрывают различными сладкими топпингами, такими как сахар с корицей, шоколад, фрукты, орехи или взбитые сливки. Бобровые хвосты часто продаются в киосках, особенно на зимних фестивалях, катках и горнолыжных трассах. Несмотря на название, этот десерт не связан с мясом бобра, лишь его форма напоминает хвост этого животного. В Канаде есть зарегистрированная торговая сеть Beaver Tails, где продаются самые вкусные бобровые хвосты. Канада – вторая по величине страна в мире. От Атлантического океана до Тихого и Северно-Ледовитого почти 10 миллионов квадратных километров. Это конституционная монархия. Формально страной правит британский монарх, но реально избираемый парламент и премьер-министр. Валюта здесь – канадский доллар. И да, в ходу купюры с красивыми цветными дизайнами, а не просто бумажки. А кто помогал строить эту страну и какое место в этой истории заняли украинцы, мы узнаем чуть позже. А пока наш путь лежит к первому чуду Канады – Ниагарскому водопаду. Ниагарский водопад – одна из самых популярных достопримечательностей мира. Он входит в число самых высоких, мощных, красивых водопадов планеты. Высота 53 метра, а ширина более километра. Ниагарский водопад расположен на границе между США и Канадой, между двумя одноименными городами Ниагара-Фоллс, Нью-Йорк, США и Ниагара-Фоллс, Онтарио, Канада. Города-побратимы соединены мостом, а сам водопад находится на реке Ниагара между ними. Он состоит из 3 отдельных водопадов. Это Подкова, самый большой водопад, канадская сторона. А вот это американский водопад и водопад Фата, американская сторона. Все они являются частью единого комплекса на реке Ниагара, который соединяет озеро Эри с озером Онтарио. Какую сторону лучше посетить, канадскую или американскую? Тут все зависит от того, что вы ищете. С канадской стороны открываются лучшие панорамные виды на все 3 водопада, включая вид на водопад Подкова. Тут больше развлечений, ресторанов и туристических объектов, а также башня Skylon со смотровой площадкой. Ну а если вам нужно спокойное место, то лучше выбрать американскую сторону, где больше внимания уделяется именно тишине и спокойствию. И там можно взять круиз по Ниагарскому водопаду.
Лучшим периодом для поездки на Ниагарский водопад считается лето. Минус – высокий туристический сезон, большое количество людей. Нет, правильнее сказать, просто огромное количество людей. Весной и осенью будет прохладно и туманно, а зимой здесь холодно, температура обычно минусовая. Здесь есть американская компания, американские судна, которые возят вот эти вот круизы по Ниагарскому водопаду. Синенькие. Которые... Да, синенькие. А есть красненькие, это канадские. Так вот, я снимала пока минут 20, наверное, прицельно снимала каждый водопад и наблюдаю такую картину. Американское судно, оно подплывает к вот этому самому большому водопаду, тихонечко кружит, еле-еле и уходит. Канадцы заходят в эпицентр самого большого водопада и стоят там 10 минут. 10 минут. Я не знаю, что происходит с людьми в этот момент. Но просто, когда я была на американском, я была мокрая за считанные секунды. А вот теперь представьте, на канадской стороне, на канадском судне, они заходят, стоят там 10 минут, они там успели уже помыться. Просто поговаривают, что им там вместе с дождевиками дают и гель для душа. Это просто кошмар. Девчонки, мой вам совет. Вот если вы будете брать круиз, никогда не идите вот такой вот накрашенной при параде, как я это сделала в прошлый раз на американской стороне. Просто волосы в пучок, без макияжа и пошли подмываться и мыться. Что же касается попыток преодолеть Ниагарский водопад, то в конце 19 века многие экстремалы пытались спуститься вниз по Ниагарскому водопаду, но такие попытки заканчивались трагично. Первой, кому это удалось сделать, стала американка Энни Тейлор. Она спустилась вниз по бушующему потоку в бочке и выжила. Сейчас такие попытки категорически запрещены. Друзья, мы ехали с Ниагарского водопада и недалеко от города Гамильтон, не доезжая до Торонто, мы решили заехать на одну великолепную локацию. И всем молдам напомнить, а точнее сказать даже показать одно прекрасное место, которое вряд ли вы когда-либо видели летним. Вы его всегда видели и знаете осенним. Вот это место. А вот теперь попробуйте догадаться, что это за место. Ладно, вот фотография. И я думаю, вам сразу же становится понятно. Именно вот здесь было сделано, ребята, вот эта фотография. Надюша пошла танцевать. Именно вот здесь были сделаны обои XP осень. Windows XP. Мы адрес оставляем. И обязательно, кто будет здесь осенью, заедьте и получите эстетическое удовольствие. Мы находимся в Квебеке. Именно в это место в 16 веке первыми прибыли французы. Вот сюда они прибыли. И здесь они обосновали свое поселение, которое назвали Квебек. И первое, что поражает в Квебеке, это крепость. Мне всегда было интересно, но зачем она здесь нужна? Ведь на самом деле, если вы попытаетесь где-то в Google на карте поискать крепости, вы в Северной Америке их не найдете. Потому что они все в Европе, там все воевали. Но оказывается, когда британцы по итогам Семилетней войны, кому будет интересно, тот почитает, в 19 веке прошла, по итогам Семилетней войны британцы захватили Квебек, французы полностью потеряли всю свою провинцию, потом в скорости потеряли и Луизиану с Новым Орлеаном. Так вот, британцы сильно боялись, что американцы после обретения независимости будут нападать и на их земли. И по факту так оно и произошло. Но у американцев ничего не получилось, поэтому эта земля долгое время так и осталась быть британской. Город Квебек – это столица канадской провинции Квебек.
известный своей богатой историей, французской культурой и хорошо сохранившимся европейским обликом. Это старейший город Северной Америки, чьи укрепления являются единственными в Северной Америке сохранившимися до наших дней и признанными объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Официальный язык города – французский, что отличает его от остальной англоязычной Канады. В настоящее время город является процветающим экономическим центром с развитыми секторами биотехнологий, туризма, здравоохранения и страхования. Нам же посчастливилось попасть на очень большой праздник. Сегодня, 1 июля, в Канаде проходит грандиозный праздник – День Канады. Это по типу Дня независимости, но только в Канаде он называется именно День Канады и стал праздноваться еще до обретения независимости Канады. Хотя, в принципе, Канада, она фактически является независимой, юридически она до сих пор входит в состав Содружества, купюры до сих пор с королевой, поэтому есть еще вопросы к этой независимости. Но День Канады отмечается как праздник, когда объединились три самых главных провинции Канады. Новая Шотландия, провинция Квебек французская, в которой мы сейчас находимся, и провинция Онтарио, что и вот создало такую большую страну, как Канаду. Позади меня вот этот красивейший замок Шато Фронтенак. И на самом деле, ребята, это не замок, а это отель. Самый популярный, естественно, в Квебеке, самый популярный в Канаде и самый фотографируемый отель всего мира. Шато Фронтенак. В 1899 его построили, и он всю жизнь был в отеле. И по сей день отель. Здесь можно снять номер. Ну, кстати, говорят, что не самые дорогие цены. Вот так вот. А теперь о тех, кто помог строить современную Канаду. Украинцы начали приезжать сюда еще в конце XIX века. Первые поселенцы были крестьянами из Галичины и Буковины. В это время это были территории Австро-Венгрии. Они искали землю, свободу и лучшую жизнь и оседали в основном на западе Канады, в провинциях Манитоба, Саскачеван и Альберта. Там они создавали фермы, строили церкви и сохраняли язык и традиции. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, какой у тебя вообще первый клиент? Это украинец или все-таки ты рассчитываешь бизнес на местных? Я могу сказать, что у меня 95% моих клиентов это украинцы. Нас тут очень много, очень много, поэтому на каждого бьюти-мастера будет свой клиент точно так же, как и дома. Сумно, так і не засну, краще буду думать про свою весну. Как приятно услышать родной язык так далеко от родины. Яка песня, люди? Сегодня украинцы – одна из крупнейших этнических групп страны. Среди них предприниматели, профессора, депутаты и даже министры федерального правительства. В Квебеке, Монреале и Оттаве действуют украинские школы, фестивали и общины. Монреаль – второй по величине город Канады и крупнейший в провинции Квебек. Город живой, многослойный, с французским шармом, но, честно говоря, на любителя. Зима здесь длинная, дороги вечно в ремонте и архитектура – смесь старого и современного. Впрочем, жить здесь все равно дешевле, чем, скажем, в Торонто или Ванкувере. Средняя аренда квартиры с одной спальней в Монреале около 1500 канадских долларов в месяц, а двухкомнатные стоят от 2000 до 2500 канадских долларов. Мы вот хотели бы посмотреть твое жилье изнутри. Ты, Да. я так понимаю, снимаешь дом. Да, мы арендуем дом, и в планах у нас, конечно, есть купить, но пока что мы арендуем. Я смотрю, ваш район находится все-таки за городом. Сколько до центра? Наш район считается очень близко к городу. На самом деле это район, где 10 минут на машине до центра города. И этот район считается как бы одним из таких дорогих районов. Сколько вы платите? Мы платим 2600 за этот дом. Это считается очень хорошей ценой, потому что еще где-то 400-500 будут билсы, счета. Потому что в среднем такой дом бы стоил нам 3 200, то, что мы Вам, смотрели. по-моему, где-то 300. А нам как-то повезло. Да, ну где-то
3 будет обходиться, да, зимой чуть дороже. Цены на покупку жилья зависят от района. В центре города жилье обойдется примерно от 600 до 900 тысяч канадских долларов, а дом на окраине можно найти от 400 тысяч и выше. Но при этом многие канадцы не могут позволить себе собственное жилье, особенно молодые семьи. Из-за высоких ставок по ипотеке и цен на недвижимость около 35% жителей страны живут в аренде, а в крупных городах больше половины. И это интересно, вот в вашем районе, вот здесь, сколько стоило бы приобрести вот такой дом? Ну, в среднем такой дом, как мы живем, где-то бы стоило 800 тысяч 800 тысяч. Это долларов. канадских долларов. А для того, чтобы приобрести, здесь как приобретают дом, все копят или все-таки Нет, работает конечно, ипотека? все живут в ипотеку, все живут в Канаде в кредит, и это хорошо, потому как если у тебя нет кредита, нет кредитных историй, то ты не купишь дом никогда, тебе не сдадут. Вот. Но это тоже непросто купить, и твой первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости Это дома. по-любому, 15% ты... Это минимум. Когда мы приехали в Монреаль, стало интересно, почему столица Канады не Торонто и не Монреаль, а Оттава. Ответ прост. Британцы не хотели выбирать между двумя крупными городами, поэтому построили новую столицу посередине – Оттаву. Интересно, что многие иммигранты, включая украинцев, выбирают Монреаль не ради жилья, а ради шанса начать свой бизнес. Здесь проще открыть собственное дело, чем, например, в США. Меньше бюрократии и доступные программы поддержки для новичков. Для того, чтобы открыть свой бизнес, у тебя как здесь, как в Украине, ФОП или нужно предприятие? Как это Связи происходит? у меня не было, Не, ну как связи в Украине. мы понимаем, сейчас и в Украине, слава богу, вроде бы с этим налаживается. Но все-таки ты открывала ФОП, предприятие, расскажи вот это поподробнее. Да, обязательно, интересно. чтобы открыть здесь бизнес, но здесь все очень просто. Тебе просто открыть любой бизнес в Канаде, это мне нравилось тоже больше, чем в Италии, потому что в Италии, например, очень с этим сложно. Знаю, правда? жили, Да, вот. проходили, да. И я поняла, что без реализации я жить не могу, поэтому Канада, и здесь ты просто приходишь, регистрируешь бизнес-имя, открываешь свой бизнес, я не помню, сколько это стоило, да, там в районе $500 документы, и, пожалуйста, делай А в районе любой. 500 это налоги или это ты Нет, просто это через только компанию? только документы. Ты сама чтобы открывала тебе- или через какую-то компанию? Сама. Ты все делаешь самостоятельно. Нет То есть никаких 500 компаний. это забирают Официально с государство, государства забирают. чтобы тебе выдали лицензию. Один из таких украинских бизнесов, ресторан «Пироги Лили», мы решили посетить в Монреале. Этот ресторан стал настоящей сенсацией. Благодаря райским вареникам это заведение завоевало сердца канадцев и популяризовало украинскую кухню в Канаде. Около 7 лет назад основатель заведения Нестор Левицкий понял, что в городе Монреаль нет украинских ресторанов. Более того, не было заведения, в которое можно было бы заехать на порцию успокаивающего домашнего блюда. Поэтому Левицкий хотел создать условный центр для украинской общины Монреаля и в целом для ресторанной культуры города. А чому саме пироги? Чому не вареники? Чому пироги? На жаль, якби вареники це не дуже популярне слово у світі, тобто люди не знають, що таке вареники. А пироги, бо це з польської кухні. Саме так. Ні, насправді є декілька причин. Ага. Перше, ми взяли слово пироги, ще в давнину називали так само. В Україні? Є в Україні, Ага. так, пироги. 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 Пироги це мається на увазі, що це вироби з тіста, тобто це загальна більш назва, але так раніше називали. Це ми вже звикли вареники. І друга причина те, що назва бізнесу тут вона має містити французьке слово. Ми не можемо назвати вареники, тому що це не за правилами. Ресторан назван Лили в честь прозвища, которое отец Левицкого, канадский иммигрант 1950 года, дал его матери. Так что сейчас ресторан фокусируется на традиционных соленых варениках с картофелем, сметаной, луком и сладким сыром с медом, а также на нескольких десертных вариантах, таких как чизкейк с вишневой глазурью и кленовый сироп. Здесь являются главной изюминкой. А скажіть, будь ласка, який у вас самий популярний вид вареників? Які більше всього замовляють люди? Це з патат, з картоплею або з картоплею та черею. З капустою також. З капустою. Я б сказала, що загалом наш бестселер це наразі чеддер і шу карамелізе, капуста.
Але так само м'ясо, воно прекрасне, де і вареники з вишнею йдуть прекрасно. Місцеві? Ні, насправді місцеві вони більше надають перевагу солоним. Тобто з картоплею. Солоним, так? Так. А перший клієнт у вас все ж таки в ресторані це місцеві, так? Так, Чи так. приходять люди поностальгувати? Ні, в нас є українці також, звичайно, але їх менше однозначно. Це, тому що це, ми це все-таки- місцеві, так? Так, Як канадці реагують на борщ? Прекрасно. дуже Прекрасно. позитивно. Так. Да? Вони Якщо люблять. спробують перший раз, їм подобається і приходять ще. Я вибачаюсь. Да. Sweet cheese pierogies. 9 pieces for you guys. Зайдя в ресторан, вы сразу же будете охвачены ароматом карамелизированного лука, который там готовят 16 часов, а также окунетесь в украинский колорит. Ну что, Надюша у нас первая пробует. Я теперь понимаю, почему местные сюда приходят. Это очень вкусно. Один раз попробуешь, подсядешь. Ставь лайк и подпишись на канал, что это очень вкусно. Спасибо Монреалю за гостеприимность, но мы летим дальше, потому что впереди нас ждут куда более интересные места. Следующая наша точка – Калгари. Сам город мы почти не снимали, потому что приехали ради главного – национального парка Банф. Это место – визитная карточка Канады и один из самых живописных парков планеты. Национальный парк Банф – это старейший национальный парк Канады, расположенный в Альберте, в 110-180 километров к западу от Калгари. Он был основан в 1885 году и является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк славится своими ландшафтами с горными озерами, ледниками, хвойными лесами и альпийскими лугами. Здесь есть туристические и природные достопримечательности, а также развитая инфраструктура для активного отдыха, включая горные лыжи, пешие и велосипедные прогулки. Въезд в парк платный, дневной билет стоит около 10 канадских долларов человека, а годовой пропуск примерно 70 канадских долларов. Все средства идут на охрану природы, ремонт троп и инфраструктуры. Здесь обитает большое количество разных видов животных, многие из которых являются визитными карточками Канады. Друзья, это было просто феерично. Вы видели этот цвет воды? Я просто в шоке. Это вау. В Банфе действуют строгие экологические правила. Нельзя кормить или приближаться к животным, даже если это милые олени у обочины. Нельзя срывать растения, мусорить или стоять лагерем в не специально отведенных зонах. За нарушение штрафы от 500 до 25 тысяч канадских долларов. И полиция здесь действительно следит за порядком. Природа под особой защитой. Ночевка в Банфе – это отдельное удовольствие. Чистейший воздух, звездное небо и тишина, прерываемая только звуками леса. Но и здесь по правилам. Места бронируются заранее, особенно летом. Цена палаточного кемпинга около 30-40 долларов за ночь, а за домик от 100 до 300 долларов. Парк огромен, более 6,5 тысяч квадратных километров. И несмотря на миллионы туристов в год, здесь легко найти уголок, где никого нет. Это идеальное место, чтобы почувствовать настоящую Канаду, дикую, гордую и бесконечно красивую. И завершаем наше путешествие по Канаде мы в городе Ванкувер. Но перед этим давайте заглянем в одно очень интересное место. Немного географической магии. Совсем рядом с Ванкувером есть такое место, как американский анклав Пойнт-Робертс. Когда проводили границу по 49-й параллели, ее просто нарисовали линейкой, не глядя на карту, и кусочек США оказался отрезанным.
Теперь жители живут в Америке, но ездят в школы и магазины в Канаду. У них мили и галлоны, а у соседей канадцев километры и литры. Пересечь границу для туристов туда и обратно стоит $6. Позади нас Канада. Там Канада. И слева и справа тоже Канада. Но мы с вами находимся на территории США. Как же так получилось, что у Канады есть анклав, который принадлежит США? А это произошло очень просто. Когда британцы и американцы делили границу, британцы были большие фанаты проводить границы под линейку. Вы это спросите у любой африканской страны. Если откроешь карту, видно, что все границы проведены после Второй мировой войны под линеечку, за которой сейчас, конечно, многие страдают. Вот так и тогда по 49-й параллели под линейку провели границу. Все ровненько, красивенько. Есть Канада, есть США. Но про Пойнт Робертс, про него просто забыли. И так оказалось, что он находится чуть-чуть ниже. И по законам он обязан принадлежать США. Поэтому он и принадлежит США. И местные, американцы каждый день по несколько раз пересекают границу с Канадой для того, чтобы сделать закупки, потому что магазины крупные находятся на территории Канады, для того, чтобы дети пошли в школу, потому что школы тоже находятся на территории Канады. Ну, а живут здесь, в США. И еще что, тебе не просто нужно пересечь границу, а еще, представьте, тебе нужно перестроиться, потому что в США у нас же имперская система, мили и так дальше. А в Канаде идет метрическая система. И тут не просто, же говорю, пересекать, тут нужно еще это все перестроиться. Представляете? Вот так они и живут. Пойнт Робертс считается одним из самых безопасных населенных пунктов США благодаря наличию пограничных переходов. Все 4 угла Пойнт Робертса являются государственными парками. А теперь, друзья, загадка для наших подписчиков. Назовите еще 2 страны, у которой имперская система измерений. Сразу даю вам небольшую подсказку. Британии там не будет, там смешанная система. А вы должны назвать 2, у которых полноценная система имперская, как у США. Жду ваши ответы в комментариях. Ну что, друзья, возвращаемся к Ванкуверу. Мы добрались до Тихого океана, да, до самого края континента. Дальше на запад только волны, рыбаки и мелкие города, где население едва дотягивает до 400 тысяч. А вот Ванкувер с населением почти в 700 тысяч жителей – самый западный крупный город мира. Здесь можно за один день кататься на сноуборде в горах, а через час уже купаться в океане. И все это не метафора, а обычный день в одном из самых необычных городов Канады. Друзья, мы с вами в самом западном городе Канады, Ванкувере. Это не только самый западный город, это еще и самый счастливый. В 2023 году Ванкувер занял 1 место по индексу счастья. И не только в Канаде, а во всем мире. А начиная с 2010 он вообще не покидает топ-10 счастливейших городов мира. Ванкувер – это не столица Британской Колумбии, хотя многие думают именно так. Столицей является Виктория, маленький город, куда с Ванкувера летают аутентичные гидросамолеты. Ну а Ванкувер остается сердцем, душой и кошельком данного региона. В агломерации живет около 2,7 миллионов человек, и половина из них родилась не в Канаде. Один из самых мультикультурных городов мира. Китайцы, индийцы, филиппинцы, иранцы и, конечно же, украинцы. Все живут бок о бок. Этот город стабильно входит в топ-10 самых комфортных и счастливых для жизни на планете. Но, внимание, и в топ самых дорогих. Цена за аренду квартиры в центре может убить даже биткоинера. Кофе $6, бургер $20, а парковка как ипотека. Зато чисто, зелено и везде виды на горы. К Ванкуверу можно спокойно применять приставку «самый». Самый мягкий климат в Канаде. Зимой не -20, максимум дождь и +5. Самое большое количество электрокаров на душу населения. Самый длинный прибрежный парк в Северной Америке. И да, Ванкувер – это самый голливудский город Канады. Именно здесь снимались «Сумерки», «Дэдпул», «Супермен», «Люди Икс» и еще много других фильмов.
Знакомство с Ванкувером обычно начинается с пешеходного висячего моста Капилана. И это не случайно. Построен Капилана был в 1889 году по проекту инженера из Шотландии Джорджа Гран Маккейна. В самом же начале своего путешествия он выглядел совсем не так. Сооруженный из конопляной веревки и кедровых досок, он быстро пришел в негодность и в 1956 году был полностью перестроен. Длина моста составляет 137 метров, а высота над рекой Капилана, которая протекает под ним и кажется всего лишь ручейком, 70 метров. Как ни странно, но мост Капилана – это не общественная территория, а частное владение. Сегодня он принадлежит компании, которой владеет Нэнси Стибарт. Именно этой женщине и принадлежит мост Капилана, и именно она имеет на него все права. Я решила тоже прогуляться по мосту с детками. Для справки, я совершенно не боюсь высоты, но дойдя до середины, я поняла, что мне становится плохо. Дыхание учащается, мост шатается, и я начала думать, что сейчас мост оборвется. Поэтому, не дойдя до половины моста, я развернулась в обратную сторону. Нет, друзья, это очень страшно. Мы пошли, и где-то даже меньше полпути прошли, и я развернулась, потому что мост шатается. Получается, что идущих туда людей больше, а возвращающих меньше. И мост перекашивает из-за этого на одну сторону. И ты идешь, а внизу реально тупо обрыв. Камни и вода. Надо было идти просто по центру. Ну надо было, но нет, спасибо, я такое удовольствие больше не хочу, тебе не советую. Или ты пойдешь? Пойду обязательно. Как уже Надя сказала, мы находимся на самом старом подвесном мосту в мире, ребята. Представьте, конец 19 века. Тогда этот мост построили из-за надобности. Ну а сейчас это одна из самых главных достопримечательностей Ванкувера. И на удивление сюда даже пускают простых обывателей, но самой большой сложностью здесь является удержаться. Я не думаю, что тут много людей, которые не удержались, но ты идешь, мост очень сильно шатается, поэтому пройти мост является еще тем квестом. Вау, ну мы почти это сделали. У-ху-ху. Класс, класс. И прикольно, что ты идешь по этому мосту и понимаешь, насколько это не просто мост, а историческое важное место. Ежегодно испытывают себя и мост на прочность более 800 тысяч туристов. А вот сами жители Ванкувера мост Капилана стараются обходить стороной, считая, что он всего лишь развлечение для туристов. Главное чудо города – Стэнли Парк, больше, чем Центральный парк в Нью-Йорке. Вокруг него идет набережная длиной 9 километров, рай для велосипедистов и прогулок у океана. Тут можно встретить енотов, белок, а иногда и койотов. А если хочешь приключений, езжай в Лин-Каньон парк. Там подвесные мосты, водопады и бесплатная альтернатива Капилана. В старом городе можно найти знаменитые часы на пару. Каждые 15 минут они выпускают пар, свистят и играют мелодию. Туристы в восторге, местные зевают, но это символ города. И обязательно фотография «Я был в Ванкувере». Центральная улица и центральная локация, знаменитые ванкуверские часы. А вот чем они знамениты. Смотрите. Все. Друзья, чем же они знамениты, вы скажете? Хотя им еще даже 50 лет нету. А знамениты они, конечно, не своим возрастом, не стариной, а тем, что они паровые. И в мире вообще паровых часов, ну, я лично вообще не знаю. А эти знаменитые часы здесь были установлены в 1977 году. И уникальны тем, что они каждые 15 минут создают специальный звук. И, ну, как был продемонстрирован только что. Ну и в конце мы решили добраться до Тихого океана и посетили English Bay Beach, место, где весь город летом превращается в курорт. Здесь загорают, играют в волейбол, кайфуют у океана и едят знаменитый Альберта All Beef – хот-дог. Это хот-дог, сделанный целиком из говядины, выращенной в провинции Альберта, без добавления свинины или курицы. Когда мы слышим слово хот-дог, сразу представляем сочную сосиску в мягкой булке, символ американского фастфуда. Но мало кто знает, что родился этот вкусный герой вовсе не в США, а в Германии. В середине 19 века немецкие эмигранты привезли в Америку свои любимые франкфуртские и баварские сосиски. Они называли их просто «горячие сосиски» или Dachshund Sausage и продавали прямо с тележек.
Однажды такую горячую сосиску с булкой купил известный карикатурист Тед Дорган. Он решил изобразить забавную сцену – булку с сосиской, из которой выглядывает такса. Но вот беда, слово «даксхунд» он не смог правильно написать и просто подписал картинку «хот-дог» – горячая собака. Эта шутка пришлась американцам по вкусу, и уже через пару лет, примерно к 1903-1904 году, новое слово закрепилось повсюду – от уличных лавок до стадионов. Так немецкая сосиска получила американское имя и стала легендой мировой уличной еды. Как тебе, Надюша? Класс, да? Действительно, сосиска классная. Да и булка, блин, простая булка. Булка как булка, сосиска классная. Можно нам с собой домой пару штук? Заверните, пожалуйста. Да, 100%. Канада – страна контрастов. Города здесь комфортные и современные, но настоящая магия в природе. От Ниагары до Ванкувера тысячи километров лесов, озер и гор. И где бы ты ни оказался, Канада принимает всех. Какой бы ты дала вообще совет людям, которые хотят переехать в Канаду, людям, которые хотят сюда мигрировать, жить, работать? Вот тот совет, который, может быть, тебе в свое время бы пригодился. И ты сама бы себе его вот той 2-летней давности дала бы. Приезжать сюда без иллюзий. Здесь, знаешь, как многие сюда приезжали с мыслью о том, что Канада равно деньги, и они падают с неба. Нет, так не есть на самом деле. Для этого нужно работать, но это страна, которая открывает массу возможностей для каждого. Если вы хотите увидеть нетронутую красоту и почувствовать, как огромен и чист этот мир, приезжайте в Канаду. Она не кричит, она просто показывает, какой может быть земля, когда ее не трогают. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Ну а мы полетели дальше. До новых встреч, друзья! Путешествуйте, наш мир невероятный.